вышли на почечный стационар, факультет почвоведения МГУ, который был организован одновременно с строительством Московского университета на Воробьевых горах. И больше 50 лет здесь проводятся исследования свойств почвы, изучаются разными специалистами различные аспекты физики, химии, биологии, микробиологии почв. И в том числе проводятся уникальные экспериментальные исследования, лизиметрические установки, эрозионные исследования. Ну и последние 10 лет здесь активно продолжаются направления, связанные с изучением почв севера. И сейчас, после перерыва некоторого, свежие силы, молодая группа сотрудников, студентов, аспирантов активно исследует экологию севера, почвы севера, и как эти почвы развивались и будут развиваться в условиях, в том числе изменения климата. И группа эта называется Soil Art. И активно работает в настоящий момент. Именно здесь ставят эксперименты, ездят в экспедиции и проводят исследования. Круто, говорю? Ну, работа состоит из нескольких этапов, можно сказать. Наверное, нужно начать с основного, как мы считаем, этапа. Это наш экспедиционный этап. Работаем мы на севере-западной Сибири. Достаточно большой регион. Это в основном полуостров Ямал. У нас есть одна стационарная база. Это в районе города Надым, где мы проводим обязательно ежегодно порядка 2 недель. Еще есть несколько участков, которые новые мы осваиваем, каждый год разные. В экспедиции мы живем в палаточном городке. Если это надымский стационар, то в общем, достаточно хорошо у нас все организовано. Есть камеральные палатки, есть жилые палатки, готовим на плитке. В общем, все достаточно цивилизованно, хотя и в общем, не очень простые условия. Ежедневно у нас интенсивная полевая работа, эксперименты, постановка различных модельных опытов и так далее. Я в этом году побывала впервые в экспедиции, которая проводится ежегодно. Ты попадаешь как будто в другой мир, совершенно другие виды. Там есть и леса, и торфа, и бугры. Это все настолько непривычно типичному москвичу, что как будто попадаешь в какой-то другой мир, сказку. Я впервые там попробовала морожку, бруснику. Все это такое непривычное, и мне там очень понравилось. Запомнилось мне там больше всего, наверное, то, какие там виды, и есть такое место, Беломошник, когда ты попадаешь в него, ты как будто плывешь по морю, потому что внизу у тебя белые лишайники, а наверху зеленые сосны. И ты идешь, и не понимаешь, ты идешь или плывешь. Это непередаваемо. После экспедиции наступает лабораторный этап, на котором, собственно говоря, основная работа и происходит. Здесь уже работа поделена между сотрудниками, студентами, аспирантами. Каждый отвечает за свою, можно сказать, не очень большую работу, но результаты этой небольшой работы вливаются в общую тематику. Мы проводим всевозможные в лаборатории модельные эксперименты, которые представлены здесь, проводим работу методическую очень большую, например, исследуем, как влияет пробоподготовка на дальнейшие анализы. Надо сказать, что работаем мы со специфическими образцами, больше торфянами, для которых еще много методических аспектов не разработано. Еще один этап очень важный, это этап, можно назвать его камеральным, этап
обработки полученных результатов. Здесь уже, конечно, активное участие принимают старшие сотрудники, научные сотрудники. И мы результаты наших экспериментов тщательно обрабатываем статистически, и затем уже все это выливается в написание курсовых работ, если это студенты, выпускных квалификационных работ, диссертаций и, конечно же, научных статей, что является, в общем-то, завершением логическим нашей работы. Наши результаты мы представляем в течение года на конференциях разного уровня, на молодежных конференциях, на российских, международных. Собственно говоря, мы представляем наши все результаты научной общественности на обсуждение, обсуждаем, перенимаем опыт других научных групп. Ну вот, наверное, если очень кратко, то все. Большинство из нас воспринимает почву как такой прикладной аспект, как источник еды. Или там как что-то на грядке, да, в огороде. Но мало кто, и гораздо меньше людей воспринимает это как объект фундаментальных исследований. Вопросов очень много тонких, как микробиота взаимодействует с физическими, химическими параметрами, что будет меняться, поиск причинно-следственных связей. Здесь очень много тайн, интересных направлений, которыми мы занимаемся. Но еще меньше людей воспринимают почву, и практически вообще никто, как оказалось, как объект искусства, как объект искусства природы. В этом году мы попробовали сделать монолиты по новой технологии, называется Lacquer Peel. Когда они тонкие, они пластичные, их можно приклеить на какую-то поверхность, и главное, они сохраняют окраску, они сохраняют структуру, и можно отобразить как бы естественное сложение почвы, ее натуральный вид на поверхности вот этого монолита. И видно, каждый цвет вообще отвечает за содержание определенных веществ в почве. Структура также зависит от того, из какой фракции, допустим, состоит эта почва, этот горизонт. И на монолитах это все очень хорошо видно. Наша удача, может быть, судьба оказалась, свела нас с почвами севера, которые обладают уникальнейшей спецификой, а именно они абсолютно нестандартные и вот этой своей очень хаотичной, очень необычной, и вот этой своей хаотичности, необычности очень красивые. Они обладают яркими красками и часто очень напоминают картины художников, и все это получилось благодаря естественно природным процессам.